С момента последнего видео текло немало воды, и наши ряды пополнились добротным батальоном из новоприбывших. На связи Мунмаршал Павел и сообщество Красных Лун. С прибытием и спасибо, что вы решили остаться с нами. Я поясню за столь затянутый период ожидания. Дело в том, что мы готовим кое-что интересное для вас. Возможно, ради этого я и создал свой канал, но год назад я этого знать не мог. Но давайте вернемся к теме сегодняшнего видео. Она очень обширна и охватывает всю вселенную мертвого космоса. Многие годы я играл в эту трилогию, участвовал в многочисленных дискуссиях, выпустил десятки видео по некротематике и теперь пришел черед подвести итоги полученных знаний. Я хочу разобрать вселенную по кусочкам и потренировать ваши и свои аналитические и дедуктивные способности, вычленив самые сомнительные моменты сюжета и предоставив на ваш суд. Итак, начнем с самого начала. Кто появился первым, яйцо или курица? Если мы отталкиваемся от теории братских лун, то, конечно же, яйцо. Представитель некой разумной неуглеродной формы жизни, возможно кремниевой, когда-то во Вселенной создал первый прототип артефакта, который способен программировать эволюцию и искусственно менять классификацию биологических видов с целью контроля популяции любых возможных конкурентов. И, так как влияние маркера не распространяется на создателя, он мог, не опасаясь, сдать его в эксплуатацию как идеальное биооружие против любой углеродной формы жизни во Вселенной. Перестраховка из-за неуверенности в своих технологиях или тщеславия и жажда власти. Так и появилась первая некролуна. Хаотичное, запрограммированное на поиск и искоренение любых форм углеродной жизни во Вселенной несовершенное глупое существо. Черные маркеры могли быть искусственным путем доставлены на экзопланеты, на которых в будущем начнет формироваться жизнь с целью глобального контроля и искоренения на пике технологического прогресса. А данные, собранные некролуной происхождений, автоматически переходят в руки архитектора, который продумал этот гениальный проект. Вот так сюжет был завершен мною окончательно. Страшно? Не думаю. Но это кое-как залатывает сюжетные дыры в создании обелисков. Сама концепция огромного мясного шара, заточенного на пожирание плоти, чересчур предсказуема. Любой маломальски внимательный игрок еще в первой части предсказал нечто подобное. Если они настолько божественны в их понимании, почему ими движут простые человеческие инстинкты – пожирать и размножаться, при этом зловеще по-голливудски насмехаясь над жертвами? Если они поглотили столько разумных рас, то почему до сих пор не нашли другого адекватного способа сосуществования с этой вселенной? Если их сосчитать, выйдет примерно 8 или 10 существ. Каждый из них преобразованная цивилизация, хаотично скомканная вокруг черного маркера. Их общение между собой происходит посредством телепатии, а сами они представляют собой некий аналог коллективного разума, каждая ячейка которого является частью целого, но существует отдельно, что немного противоречит главной теме игры «Сделай нас единым». Если сценаристы хотели сделать аллюзию на Азатота из мифов Ктулху, у них не получилось. Божества типа Азатота и его родственников не имеют никаких грандиозных планов на порабощение Вселенной. Они лишь есть, и их существование олицетворяет собой чистую, непостижимую человеческим разумом энергию неиссякаемой мощности. Но Азатоту нет нужды демонстративно издеваться над слабыми созданиями во Вселенной. Его космический разум занят немного более вечными циклопическими вещами. Он великолепен в своей вечности и непостижимости и страшен в своей несоизмеримости. Луны же всего лишь рабы своих низостных инстинктов. И они никак не смогли бы своими силами воссоздать такую технологию, как обелиски, потому что они тупые, презренные каракатицы, которые не способны даже дать отпор одному гуманоиду, который находится прямо у них под носом. Они слабые, трусливые и глупые беспозвоночные. Их существование наносит ущерб общему балансу Вселенной.
так как они являются всего лишь узурпаторами космического пространства. Хотя идея могла быть неплохой, если бы попала в умелые руки. Например, в мои. Но это уже другая история. По сюжету Dead Space некролоны не создают жизнь, они лишь направляют эволюцию на заселенных планетах по выгодному для них руслу. При этом они сами готовы миллиарды лет ждать, пока созреет их блюдо. Мне интересно одно. Неужели ресурс жизни во Вселенной настолько велик, чтобы обеспечить этих монстров едой навсегда? Они изничтожили уже десятки экзопланет, на которых бурлила жизнь. С каждым их схождением еды становится все меньше, и неужели схождение Луны на Тау-Валантис побудило бы их всех разом отправиться пожирать всех существ, модернизированных обелисками? Но ведь люди были тогда еще приматами. Никакого ресурсного голода еще и в помине не было, что противоречит идее самой третьей части. Да и зачем схождение должно обязательно будить все братство? Неужели они раз в квадриллион лет просыпаются и пожирают все, что смогли найти своими обелисками, наплевав на недоразвитость остальных? То есть это игра на перегонки, кто первую Луну создаст, остальные разумные расы и уничтожит? Если бы вы были вечным существом, и ваш план состоял бы в ускоренном преобразовании разумной расы в вашего нового собрата путем копирования энергетических батарей для этого процесса руками этой самой расы, разве вы пустили бы дела на самотек, позволив подопытным увидеть конечный результат заранее? К чему я это веду? К тому, что некроморфы все же эти лишний элемент для того, чтобы вам было в кого пострелять в игре. Одно их появление несет ущерб самим некролунам, заставляя людей искать решение этого побочного эффекта, блокируя куполами все вредоносные сигналы. Хотите сказать, что схождение неизбежно? Да вы посмотрите на несчастную полусобранную обледенелую Луну, которая миллионы лет страдает в одиночестве и зовет на помощь. Своих же детей. И скажите, для кого существование безысходнее? Тау-Валантис. Анатомия существ с продолговатыми костными конечностями указывает нам скорее на наземных или земноводных жителей. Такая анатомия больше свидетельствует о сильном гравитационном воздействии и нужде передвигаться, используя парные удлиненные руки как основу опорно-двигательной системы. Ничего для водоплавания у алиенов не предусмотрено. Размер существ также варьируется от 3 метров до 20. Не похоже, что крупные особи могли бы управиться с крошечным кодексом. Или у них классификации разные. Машину возводили крупные, а механизмы особи помельче? Если у алиенов не предусмотрено зрение, а отверстия в черепной коробке используются для воспроизведения смысловых нот, тогда зачем им волшебное лавкрафтовское свечение от машины? Да и вообще, как они видели, если все 6 отверстий предполагались для воспроизведения звуков? Эхолокации, как киты или летучие мыши? Да вот только и у тех, и у других эхолокация служит дополнением к зрительным органам чувств, которые во мраке подводного мира и ночного леса становятся бесполезны. Из чего следует, что такие создания просто не могли пройти рубеж эволюции до разумных созданий без сформированных глазных яблок. Их просто перебили бы существа, которых эволюция осчастливила зрение. Кроме того, под вопросом также искусство скульптуры, которое заявлено в машине алиенов и в воспоминаниях Розетты. Над ним явно местные скульптора долго дышали. Так я себе и представляю. Назревает межпланетный заговор, твои соплеменники превращаются в чудовищ и рыщут в поисках добычи, а ты придумываешь письменность ради будущих разумных рас. Драматично, конечно, что они не только о себе подумали, видимо, гораздо совершеннее нас. И это же наталкивает на мысль, что даже их великодушие не спасло от потребительского инстинкта и ресурсного кризиса. И если они были гораздо более развитой расы, почему не изобрели водородные двигатели, которые уже скоро появятся в нашем веке? Зачем алиенам-то, сломя голову, копировать эти артефакты, если у них неиссякаемые ресурсы воды вокруг? Или у них тоже великих изобретателей вечных двигателей арестовывали крупные предприниматели, чтобы не потерять доходы от своих предприятий? Вы придумали кодекс, который активируется только чистейшим образцом мозговых клеток вашего собрата. Да откуда вы могли знать, что за миллионы лет вообще сохранится хоть что-то, напоминающее вас, тем более в зараженной зоне? Придумали письменность специально для нас, а активацию ключа по великому везению?
Или вы специально Розетту заживо заморозили, чтобы из ее мозга ключ в будущем активировать? То есть, один из вас вставил кодекс в машину и провернул его в сторону полнейшей заморозки всего живого на планете, но не смог докрутить его в сторону полного уничтожения собрата Луны? Интересно, как одному из алиенов пришла в голову эта гениальная мысль – запрограммировать машину на эффект разморозки существа. Специально для будущего Даника? Или у алиенов теплилась надежда, что климат еще можно вернуть назад, после того, как они опрокинут недоношенную Луну на свой город? Возможно, их план состоял из 3 этапов. Первое. Заморозка конвергенции. Второе. Сужение орбиты Тау-Валантис для увеличения магнитной тяги на массу Луны для ее уничтожения. Третье. Возвращение орбиты и климата в обратное русло с отогревом мировых океанов. Я не представляю, как в условиях глобальной пандемии можно было придумать такой дерзкий полусуицидальный план и возвести под гнетом миллионов мертвецов эту машину. Но, видимо, алиенам лучше знать. Интересно, как так получилось, что Черный Обелиск, обладание которым было навязчивой идеей Марков и вооруженных сил США после потопления, был успешно забыт на дне Чиксулубского кратера? Неужели после отключения сигнала и клинической смерти он не представляет для науки никакого интереса? Да и не мог он умереть лишь от передачи своего кода, он необходим для процесса схождения в будущем. Или Обелиск замолкает, как только находит подходящую голову для передачи данных? Крайне забавный момент, что религия трактует о гораздо более логичной развязке в виде всенародного единства, чем это показывает третья игра. Вот если бы Обелиску нужны были жертвы в виде человеческой плоти. Если уж Господь наш так возлюбил вас, я сделаю вас достойными Его любви. Я давно за вами наблюдаю. Только перед лицом ужаса души ваши сразу очищаются, а вы должны быть совершенно чистыми. Я принесу вам боль. Я принесу вам ужас, чтобы вы могли возвыситься, чтобы те, кто сможет выжить в царстве ада на земле, были достойны любви Господа. И только после постижения страданий и страха человеческий дух был бы закален для финального аккорда и возносился бы к Черному Обелиску, взмывая вверх в воздушном энергетическом танце, превращаясь в ноосферический объект, содержащий в абсолютной гармонии внутри себя все знания и дух человеческой культуры, накопленные веками. И монстрам, как видите, место бы нашлось. Это уже второй сюжет, который я продвигаю на место простецкой реальности. Вы когда-нибудь чувствовали, что вам предназначено быть частью чего-то большего? Тогда обратитесь к юнитологии. Основанная 200 лет назад нашим спасителем Майклом Альтманом, юнитология исповедует, что однажды все человечество объединится благодаря силе священного артефакта, известного как обелиск. Мы называем этот процесс воссоединением. Представьте, все человечество будет едино. Одна цель, один разум, одна душа. Нет войн, страха и ненависти. Идеальный мир. Отбросьте все сомнения. Воссоединение грядет, а юнитология приближает его. Я не говорю, что эта идея лишена просчетов, но тем не менее это вполне рабочий сюжет с незаезженным посылом. Постичь плотские страдания во имя очищения от грехов с последующим перерождением в энергетический общий разум. Это сроднило бы Dead Space с теорией Вернадского об энергетической оболочке планеты. Сюда же как нельзя кстати вписываются обелиски, которые представляют из себя сосуд для очищенных душ. Разумеется, чем страшнее ноша на совести человеческого индивидуума, тем страшнее наказание. По этой причине некоторые вынуждены оставаться в своем видоизмененном теле вплоть до желанной конвергенции, а обелиск передаст наш единый разум в единую сеть вселенского разума.
где мы постигнем самые великие секреты сотворения нашего мира. Каким образом войска суверенных колоний смогли за 300 лет до событий на Эгиде-7 транспортировать Красный Обелиск с Эгиды до станции Птоломей и обратно без последствий? Сколько человек могли пострадать в процессе этой операции, если снятие артефакта с пьедестала в 2508 году обернулось катастрофой и гибелью тысячи колонистов? А если у ВССК были специализированные купола для транспортировки, то ответ один. Лучше бы сепаратисты проиграли в этой войне. Хотя методы у той и у другой организации почти не отличаются. Ложь, запугивание, шантаж, пропаганда и повышенная секретность. Упс, кажется, я описал методы любой правящей организации. Кстати, тот факт, что они перебили друг друга и стерли все данные во имя человечества, и то, что они не оставили ни одного предупреждения рядом с обелиском, свидетельствует лишь о мстительном и зловредном нраве командующих проектом. С принципами «если мы умрем, значит и вам могилу раскопаем». Вооруженные силы создают религию, которая рано или поздно приведет человечество по следам ВССК к источнику, на примере Даника. Вооруженные силы копируют артефакты, сохраняя разработки в тайне. Они же капитулируют под натиском сепаратистов на окраине известного космоса, где в поисках вечного источника энергии для победы в войне натыкаются на древние чудовища. И вместо того, чтобы оставить информацию о разработках и о подстерегающем человечество ужасе, они предпочли гордо самоликвидироваться, уничтожив все данные, кроме станции Птоломей, которая как раз и указывает на их секретный лагерь. Решайте сами, герои они или враги человечества. Именно в период опытов над красными обелисками и появился персонаж Иштвана Сата, который научил копии маркеров общаться с человечеством. Но почему маркеры не выбрали кого-то более адекватного, чем социопатического, патологически неадекватного, хладнокровного аутиста с явными отклонениями? Возможно, этим и объясняется непонятное поведение красного маркера на Эгиде-7 с его якобы реверсивной психологией. И как вообще провалилась операция, если ВССК изобрели экранирующее покрытие для транспортировки маркеров с целью поимки сигналов? Они что, нарочно проводили генетические исследования, предварительно сняв обелиск с постамента? Попахивает ментальным воздействием или диверсией. Хотя кто мог провести диверсию, если сепаратисты не знали об экспериментах? Система объявлена закрытой, но объявлена кем? Давно утерянной в веках организацией? Не это ли повод нарушить запреты? Алчность корпорации CEC здесь ни при чем, ведь откуда они могли знать, что такая угроза вообще может существовать? Зато церковь сразу узнала силуэты священных писаний и заменила половину экипажа Ишимура своими людьми. Но не стоит забывать, что правительство Земли также не было в курсе существования этого артефакта. И как только они узрели находку, в отличие от фанатиков, они предпочли наблюдать с безопасного расстояния, отправив на перехват USM Вейлор, который просто следил за ситуацией. Хотелось бы также отметить наличие силового поля из книжной вселенной в мультфильме. Весь смысл этого поля – оградить переносчика кодировки от зараженных. В игре оно должно было также оградить Айзека от опасности, не подпуская тварей. Но они упорно стараются разорвать носителя кодов, которые необходимы для распространения их же заразы. Луны вообще вдумывались в детали своего же плана. Неужели нельзя попридержать свой мутаген, пока раса не раскопирует обелиски до беспредела, а уже потом подрубать грибковый нарост, чтобы все разом перевоплотились? Глупость вселенского масштаба. Хотя мы же имеем дело с животными. Куда им до логики человека? Хотя постойте, они же и прописали нам интеллект, тогда почему наши подписчики гораздо умнее их? Возможно, я копну слишком глубоко, но в этой вселенной есть вещь, которая настораживает посерьезнее, чем угроза беспозвоночных узурпаторов. Спроул, Новые Горизонты, USG Ишимура, USG Келлион, USG О'Беннон, USM Вейлор, USM Абраксис, USM Эвдора. Суверенные колонии, Эрсгов. Все это непременные организации, станции и корабли, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов. В мире все персонажи, включая азиатов и русских, говорят на чистейшем английском. Я даже не понимаю, для кого транслируются испанские объявления на Ишимуре. Для тех, кто читал Мученика, скорее всего. Вопрос остается открытым. Где добротная половина земного шара?
Что случилось с конкурентами США во время ресурсных войн и почему в погоне за вечной энергией и ресурсами нет России и Китая? Неужели все страны ни с того ни с сего объединились под эгидой Соединенных Штатов? Вы заметили это странное афористичное словосочетание «под эгидой», не так ли? Его корни уходят в древнегреческую мифологию, где эгида служила накидкой для Зевса. Ее же носила и Афина, прикрепив к эгиде изображение медузы Горгоны. Если мы имеем аллегорию на греческую мифологию, то в нашем случае планета или сама звездная система выступает в качестве последнего покрова страшной тайны, хранящей в себе часть мифического чудовища, которое даже после смерти сохраняет свои магические свойства. И среди вас, скорее всего, нет людей, которые не в курсе, что Медуза была способна обращать своим взглядом в камень даже после смерти. Следовательно, покров эгиды был сорван фанатичными юнитологами, после чего взгляд этого существа перевоплотил их во имя конвергенции в омерзительных чудовищ. Порой задумки автора бывают намного глубже, чем они сами планировали. Касательно самой реликвии, воссозданной вооруженными силами 23 века и ее копий, включая оригинал, они очень умело хватаются за нейроны легковерности, выворачивая их наизнанку, с помощью фантомов и видений, трансформируя аналог легкой религиозности в чистое фанатичное безумие. Но психотропный сигнал имеет несколько слоев. Верхний слой наносит удар по земным представителям со слабой психикой и низким IQ, повышая уровень внушаемости, провоцируя чистое безумие с каждым новым импульсом, переходящее в агрессию. Он распространяется исключительно на всех, вызывая тревогу, бессонницу и галлюцинации. Эту простую задачу под силу выполнить даже разуму Роя, спящему под поверхностью эгиды. Примеры воздействия: Вера Кортес, Ханс Легио, Хэнсон, Брент Харрис и все, кто поставит дизлайк этому ролику. Средний слой предназначен для скептиков со средним показателем IQ. Им транслируется видение с конкретными посылами от некого разума, который предупреждает об опасности, тем самым побуждая личность к каким-либо действиям. Он не рассчитан на внушаемость, и манипуляции не имеют характер реверсивной психологии, так как происходящее наглядно демонстрирует опасность. Следовательно, этот сигнал находит самых крепких представителей расы для того, чтобы те дали отпор неизбежному творению. Примеры воздействия: Абрахам Ньюман, доктор Сциарелла, Зак Хэммонд, Кендра Дэниелс, Марла Янсен. Я хочу также отметить, что средний уровень IQ вкупе с религиозной внушаемостью может привести к расстройству личности и невозможности рационального мышления. Данные представители земной расы представляют огромную опасность, ибо их руками руководит тот же сигнал, что вызывает помешательство, которое в этом случае выражается в обдуманных агрессивных поступках. Примеры воздействия: Кэллус Мерсер, Бенджамин Матthews, директор Картуша, Уоррен Экхарт. Нижний слой затрагивает людей с высоким уровнем IQ. Негативный сигнал может проявляться только в качестве простых и неуместных посланий, которые не могут сдерживать подконтрольные фантомы. Пример тому: «Сделай нас единым», как простая установка и приказ, которому слепо следует иррациональная половина созданий, но не интеллектуальная верхушка подопытных. Данные личности способны напрямую общаться с разумом обелиска, оказывая ему содействие, предотвращая схождение. И никакая реверсивная психология здесь неуместна, так как речь идет о людях, которые могут сложить дважды два и сделать правильный выбор. Примеры воздействия: Майкл Альтман, Эрл Сирано, Терренс Кейн, Айзек Кларк. Мне всегда хотелось понять природу нахождения разума Роя в отверстии от породы. Сей факт более чем удивителен, потому что местность раскопок многократно сканировали и никакой органики в недрах планеты найдено не было. Колония CEC была возведена за 2 года до катастрофы и нахождения маркера. До этого никаких проблем с психикой и рекомбинантных клеток ДНК обнаружено не было. То есть разум Роя находился строго по центру под найденным артефактом, который блокировал сигналы братства, и его транспортировка в колонию осталась незамеченной. А уже после снятия маркера с блокировки чудовище услышало зов луны Тау-Валантис. В этот момент Ишимура открыла ему путь на поверхность. Но как он там оказался?
все очень просто. 200 лет назад в ССК проводили опыты с маркером и рекомбинантными клетками ДНК, что привело к неподконтрольному росту биоорганики, и было принято решение покинуть лагерь, забросив его навсегда. Скорее всего, эксперимент проводился глубоко под землей, потому и разум Роя был запечатан там на несколько столетий. Обелиск после был использован в качестве маяка для поимки сигнала столового Валантис, после чего его благополучно вернули на Эгиду-7 и закрыли систему Эгида навсегда. Срок бесперебойной службы USG Ишимура составляет всего 62 года, но тем не менее его палубы сплошь затемненные клоаки с осадками ржавчины. В 2508 году люди в любом случае найдут дополнительные источники энергии помимо зловещих обелисков. Не бесконечные, но менее затратные, потому такой всепоглощающей темноты на космическом корабле явно не будет. Однако в игре это обусловлено выведенными из строя системами корабля, потому все огни потухли, что не мешает мультфильму выключить все освещение заранее. Нельзя без слез смотреть на боевое вооружение землян. Смешно то, что оно настолько боевое, что при выборе между плазменным резаком шахтера и импульсной винтовкой вы всегда выбираете первое. Хотя еще в 80-е годы 20-го столетия компания Heckler & Koch произвела первый безгильзовый автомат ХКГ-11, проект которого закрыли сильные мира сего, только потому, что война становится невыгодной из-за дешевизны и легкости боеприпасов. Но эта технология успешно перекочевала в итоге в другие проекты. И чтобы через 500 лет охрана одной из богатейших корпораций была вооружена гильзовыми 9-мм пистолетами, это то же самое, что раздавать арбалеты для охраны правительственных предприятий сейчас. Если верить аудиозаписям, доктор Кэллус Мерсер проводил незаконную медицинскую деятельность прямо на корабле еще перед эпидемией, и никто из персонала не заметил, как психопат ворует раненых пациентов прямо с хирургических столов. Николь могла бы и сказать ему что-нибудь. У Николь не хватает оборудования на то, чтобы лечить такие ранения. В 26-то веке, а она не пробовала волшебным медицинским гелем под волшебным наркозом будущего обрабатывать все это. Или у них по-прежнему нитками оторванные руки пришивают. Почему-то у доктора Мерсера хватило оборудования на то, чтобы делать лоботомию кому попало, отрезать головы и воссоздавать непобедимого монстра. Личный дневник доктор Кэллус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения, и я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Кстати, насчет монстра. Если прослушать аудиозапись доктора Мерсера, он вводит клетки чистого образца инопланетного грибка непосредственно в черепную коробку пациента. Такая операция привела бы к атрофии конечностей и появлению рядового инфектора, но никак не волшебного регенератора. Все это во имя разнообразия геймплея, конвергенты. Ветераны Dead Space прекрасно знают, что любые некроморфы появляются при взаимодействии с инопланетным биоматериалом, но вот только никакая анатомическая мутация не производится с такой нелепой огромной скоростью. Авторы, конечно же, хотели напугать детишек, которые будут в это играть, но рассмешили биохимиков и микробиологов. Попробуйте сейчас выломать себе лучевую кость и вытащить из руки, или оторвите себе челюсть рукой. Уверен, это потребует небольших усилий. А теперь представьте, что это за 10 секунд делает волшебный патоген, введенный в ваш мозг. Это, во-первых, смешно, а во-вторых, опять же, заранее раскрывает планы Некролуны, но выглядит, конечно, эффектно. Интересно, что игра постоянно позиционирует X как электронный механизм, хирургически вмонтированный в спинной мозг. Но на заключенном из колонии и шахтерах в душе он напрочь отсутствует. У них на корабле есть подручные хирурги, которые перед сном и душем вытаскивают проводные крепления икса из спинного мозга экипажа.
Кроме того, сам X является одним из самых гениальных дизайнерских решений диегетического интерфейса. Однако пояснить за его нахождение на спине героев было непросто. Разработчики выкрутились, списав эту нужду на бригадные работы. Но тогда встречный вопрос, господа. Какими бригадными работами занимаются гражданские на станции Титан? По магазинам ходят? Если в первой части у Айзека светится забрало шлема, это легко объяснить родом его ремесла. Инженеру часто необходима подсветка для работы с энергощитками и прочей аппаратурой. Но вот во второй части это сделали просто по фану ради стилистики, совершенно не подумав, что военный костюм со сверкающими глазами выдает твое местоположение противнику за километр. Я уже не говорю про горящие на спинах иксы, которые военным костюмам нужны так же, как и гражданским. Ведь стиль ломать нельзя. Далее у нас идет смерть солдат Вейлора, который вошел своей кормой в Ишимуру и принес новое мясо для мясорубки. Никто из персонала Redmond's Rise не смог опровергнуть факт неадекватности внезапной гибели сотни бойцов. Говорит USM Вейлор. Вызываю USG Ишимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Сигнал маркера достал до них, как только они подошли вплотную к Ишимуре. Тогда же они открыли капсулу с расчленителем, который по славному стечению обстоятельств оказался сильнее сотни тяжело вооруженных бойцов. Инженер справляется с ним шваброй, а 300 солдат не смогли забить его руками, ведь 2 костяных лезвия в 26 веке – это очень опасно для здоровья. Пси-волн не было, так как их не почувствовали Хэммонд и Кендра с Айзеком. Да и свести с ума 300 человек за секунду для одного маркера задача непосильная. Выходит, что Вейлор был уничтожен безжалостным сценаристом, и найти объяснение его гибели практически нереально. Кроме того, у них на борту не было инфекции или инфектора, следовательно, они проникли на борт уже после падения. Значит, нас правда хотят убедить, что один инженер гораздо круче сотни солдат. По поводу реверсивной психологии обелиска. Недавно на мой канал пришел человек, который усомнился в моей теории о доброте красного маркера и его предшественника, заявив, что манипуляции Айзеком и Кейном с целью возвращения на пьедестал – это лишь реверсивная психология для того, чтобы разбудить разум Роя. Но давайте я раскрою ему парочку секретов игры. Первое. Разум Роя был разбужен как раз таки снятием обелиска с постамента и в первые часы уже вернул свою боеспособность. Второе. Доктор Кейн высказывает истинную цель инопланетной расы Алисе, чтобы та не мешала ему, потому что Красный Обелиск сказал ему всю правду о происходящем, ничего не утаив. Третье. Красный маркер пользовался главным героем для того, чтобы они вместе с Кейном вернули артефакт на постамент, во имя чего, если не добра. Четвертое. Красный маркер уничтожил всю нечисть, порожденную инфекцией после возвращения на подставку. Зачем было это делать, если это был обман? Пятое. Красный же маркер поведал Стросу о некролунах сразу при первом контакте, чтобы тот ни в коем случае не допустил схождения. Шестое. Красный маркер спасает команду Чоу, когда они попали в окружение. Да, и скорее всего коды для копирования они оставляют инстинктивно, несознательно. Коды в голове остаются у каждого, кто просто входил в контакт с одним из этих существ и обладает высоким уровнем IQ. И это никакой гарантии не дает на то, что вас не разорвут полчища тупых рваных тварей. То есть луны настолько тупые, что не перестраховались, придумав защиту для потенциальных носителей кодов получше, чем невидимая стенка вокруг обелиска. Может, Кендра для приличия наденет что-то на голову, хотя бы кислородную маску. Может, она глупость прикроет. Ты стоишь на поверхности Эгиды-7, на которую без скафандров никто не выходил. Да и сколько можно уже снимать шлемы на других планетах? Попробуйте съездить в соседний город, несколько часов акклиматизации вам обеспечено. Но бравые американцы упорно продолжают снимать шлемы на других планетах. Электромагнитный импульс от артефакта был настолько мощным, что одновременно изничтожил всех некроморфов и сломал гравизахваты.
Но как объяснить живой и здоровый разум Роя, который не думал снова засыпать? Красный обелиск просил поставить его на пьедестал, чтобы прекратить все это, но почему он выполнил свое обещание только наполовину? Неужели не боится, что его коды будут уничтожены гигантским животным? Нет, не боится, потому что кодировка — это побочный эффект, а разум Роя — всего лишь сторожевой пес, который принимает прямые приказы от Луны Валантис и следит за тем, чтобы обелиск не особо отходил от ее сценариев. Но вот незадача. Обелиск уничтожает геоорбитальные захваты, обрекая разум Роя на верную смерть, и прекращает транслировать сигнал от хозяина. Разум Роя понял, что его предали и обрекли на смерть, убив всех, кого он так долго создавал, и он выходит мстить Айзеку за такую подлость. Его не волнуют, какие коды у него в голове, как и некроморфов, позвольте напомнить. Ну а теперь самый темный лес, остаточный сигнал. Айзек разрушил обелиск, но тот успел оставить в его голове самовоспроизводящийся сигнал, который, по словам Дейны, медленно убивал Айзека. Этот самый сигнал мы и увидели в челноке после уничтожения красного маркера. Агрессивный, состоящий из чувства вины за смерть Николь, он впитал в себя все страдания своего носителя, как и в случае со Стросом, который видел своего мертвого сына. Но красный маркер был слишком учтив со своими избранниками, кто же тогда напал на героев в челноке? Скорее всего, это тот же, кто и вещал о единстве сквозь слова красного маркера всю игру. Больше нет спасительного пьедестала и маркера, который глушил связь с Луной Валантис. Теперь она напрямую получила доступ к голове Айзека и принялась медленно и мстительно пожирать его изнутри, ограняя символы обелиска до болезненной точности. Ханс Стайдман приостановил процесс, погружая пациента в стазис и обрабатывая амнезиаками 3 года подряд. Но как только юнитологи освободили его, золотой маркер автоматически примагнитился к разуму одного из своих создателей, так же, как и в случае со Строссом. Нестабильность пациента 5 была связана с сильнейшей психологической травмой, в то время как его IQ был слишком высоким, чтобы не понять истинный замысел. Сегодня глаз выглядит намного луше, правда? Болит. Он все еще болит? Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, Точно. Прямо с утра и начнем. Во время операции по извлечению кодов Стросс отчетливо видел эти символы и считывал их, все больше погружаясь в безумие. Шаг 3. О боже. Зачем ты это сделал, Стросс? Маркер убивает Стросса, поглощая одного из своих создателей прямо у себя под основанием, как и было задумано. И сразу же после этого он смог общаться с Айзеком через новый фильтр — Стросса, который старался все это остановить. Кто я? Я твой друг, любовница, луч света, яркая светящаяся звезда, за которую ты цепляешься в этой вселенной. Или я твое наказание, разрушающее твою жизнь, потому что ты не можешь смириться с фактом, что я мертва, и ты в этом виноват. Кто же я? Почему ты продолжаешь бороться со мной? Почему не хочешь отпустить? Ты была для меня всем. Если я тебя отпущу, у меня ничего не останется. Шаг 4. Принятие. Теперь ты готов покончить с этим. Но зачем ему поглощать своих создателей? Ответ прост. Ему нужна личность. 300 лет назад красные маркеры были созданы из кодировки Альтмана, после чего военные скормили создателям монстру ради развлечения. Или их побудили это сделать. Маркеры приобрели личность своего создателя после его гибели, и Альтман смог косвенно, но влиять на события на Егиде-7. Без него на Ишимуре нас бы посещали только видения от Луны Тао Валантис, призывающие к самоубийству или единению. Айзек, сделай нас единым. Не осталось бы других воздействий. Луна Валантис может лишь убивать и злорадствовать. Она не особо умна. Через фильтр убитого Стросса обелиск склоняет своего последнего создателя к принятию. Шаг 4. Принятие.
подавляет его манипуляциями, и Айзек идет на поводу к источнику. Как только Луна почувствовала, что Создатель уже близко, она запустила псевдосхождение. Но это был блеф, биомассы недостаточно, она создавала разум Роя для дополнительной системы контроля над ситуацией. Разум Роя есть не что иное, как маленькая копия Некролуны для выполнения ее приказов. Разум Роя есть послушное воплощение братства. В его задачу входит убийство, манипуляции и сбор тканей. Обелиск же через фильтр Стросса в образе Николь собирается уничтожить телесную оболочку Айзека, приняв в себя его разум, стать с ним единым. Но он не может позволить, чтобы в него попали частицы Некролуны Волантис, которая могла бы взломать его и сделать частью своего заговора. Стросс знал, как достать лунные коды из головы Айзека, чтобы он пришел к источнику стерильным. Чего они так боятся? Меня. Нас. Действующих вместе. Шаг 4. Да. Ты готов? Мы видим зловещее послание от Луны. Человечество должно умереть. Их высасывает игла, очищая Айзека для полного поглощения. И это совсем не входит в планы Луны. Она получает лишь очередной своенравный камень, который будет всем рассказывать об опасности из глубин космоса. Финальный аккорд в угоду геймплея жутко упрощен. Мы опять кого-то расстреливаем, хотя Николь могла спокойно свернуть шею Айзеку еще в объятиях. Айзек не принимает предложение Обелиска о поглощении его разума и дает отпор, уничтожая недоделанный маркер. А теперь вывод. Если бы правительство Земли знало об этом, они бы принесли пациентов 4 и 5 в жертву новоиспеченному маркеру. И на них работал бы не только купол, но и вполне адекватный разум двух создателей. Возможно, эти двое не допустили бы диверсии на станции Титан, и всего этого не случилось бы вовсе. Мужик. Пациент 4, я помню тебя. Тейнман сказал, что все ключевые объекты должны быть ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Кстати, в игре очень навязчиво выставляют бойцов правительства бездарными увольнями. Они не могут попасть в цель с 3 метров, они не могут организовать оборону от одного человека в простом коридоре, они не носят с собой оружие в зараженных зонах, они не могут справиться с толпой мутантов, хотя стреляют из того же оружия, что и Айзек. Напоминаю еще раз, купол прекрасно работает. Да, не во всех районах спокойно, и дети могут увидеть Луну Волантис во сне и избить кого-нибудь в садике. Но уважайте работу Эрсгов, они воссоздали почти идеальную систему подавления инородного неизученного сигнала. Солдаты были в идеальных условиях, чтобы дать отпор некроморфам. Сценарий опять же искусственно подавляет сопротивление угрозе, хотя в реальности это выглядело бы как сотни вооруженных бойцов не уступают Айзеку в умерщвлении нежити. И смех в том, что Айзеку постоянно лезет под руку примагниченный сигнал от Обелиска, а солдатам нет. Давайте назовем это дефект Вейлора – искусственная нарочитая беспомощность для пущей атмосферности. Никто, кроме Айзека, стазисом пользоваться не обучен, кинезис тоже слишком сложный. Нормальные шлемы в магазинах только психам выдают, вместе с нормальным оружием и минами-ловушками. Ведь Эрсгов не может обеспечить своих последних бойцов тем, что продается в магазине за углом. Киннер Фелпс, запись в журнал исследований 43553. И я уверен, что мы марионетки каких-то чужеродных сил. Я уже не верю, что мы контролируем проект, если вообще контролировали его когда-либо. Я считаю, что даже вся наша рационализация всего лишь иллюзия, созданная теми же силами, которые стоят за изначальным Обелиском, черным. Мы не знаем, как построить эту штуковину. Она строит сама себя нашими руками. Ничего удивительного, друг мой. Это видео тоже создает себя само моими руками. Благодаря ему я соединил ранее неведанные факты и понял замысел мира Dead Space. Не исключено, что Обелиски также вели людей за руку, чтобы показать, на что они способны. И кстати, на месте ученых я бы позаботился не только о куполах для обелисков, но и о куполах для своей головы, а то работать трудно. Кстати, я полностью поддерживаю Надзирателя в его политике секретности и ликвидации любых свидетелей. На Земле перенаселение, а энергию брать негде. Он решает сразу 2 проблемы одновременно. Именно поэтому он построил купол на станции Титан, а не в глубине известной вселенной. Хотел посмотреть, что же этот камень из себя представляет в действии. Он же не видел разум Роя на Эгиде-7. Разумеется, у игроков мышление жертв обстоятельств, но власть не дает жертвам.
Этот человек говорил чистую правду. Логика простых людей, героев игры, уничтожить маркеры и забыть обо всем. Но Луна на Тау Валантис показала, что другая цивилизация может не забыть. И тогда луны просто придут к нам собирать урожай, чтобы впасть в спячку после очередной вселенской жатвы. Тут как с Матрицей. Все смотрят на спецэффекты, а единицы видят цель и последствия выбора. Цель избранного там — принести мир между машинами и людьми. Общий враг — истинная природа человека, инстинкты потребления и поглощения ресурсов и бесконтрольное размножение. И все это воплотил в себя агент Смит, превратившись в компьютерный вирус. Во вселенной мертвого космоса в роли машин выступают обелиски, в роли грязной природы человечества выступают некролуны, которые только жрут и размножаются. Единственный шанс человечества на выживание — это сплотиться воедино, изучить технологию маркеров и стать вечной империей, лишенной страха вымирания и страха смерти. С такой технологией можно перемещать разум мертвых в обелиски, черпать бесконечную энергию, влиять на эволюцию, спасая целые виды от вымирания. Артефакты действительно ключ к бессмертию. Юнитологов при этом обвинять не обязательно. Большая половина из них просто заблуждаются. Вот если показать им, что ими манипулируют простые кальмары из космоса, нотки скептицизма коснутся их воспаленного религиозного сознания. Кстати, Айзек может спокойно жить в колонии Новые Горизонты. Только в том случае, если с него взяли подписку о невыезде, неразглашении и разрешении постоянного наблюдения со стороны правительства, потому что выбор был дан даже Изабель Чоу. Но она предпочла орать о каких-то там жертвах, как и Альтман. Если люди узнают об этом заранее, они станут легкой добычей для этого вселенского заговора. Я понимаю, что вас напугали скримерами на Ишимуре, господа зрители, но для рационального мышления нужно сохранять холодный разум. Но вот проблема. История повторяется. На месте ВССК теперь оказались Эрсгов, а на месте сепаратистов — сорвиголовы сектантской группировки Круг. И опять все ресурсы ушли на изучение обелисков. И опять глупость и нетерпимость людей собирается вернуть человечество в средние века, как 200 лет назад. А луны-то уже близко. Они сосредоточение тупости и алчности. Они знают, что никто не осмелится подобраться к истине слишком близко. Игра о том, как религиозные догмы и низкое IQ не дает человечеству победить во вселенском заговоре. Это естественный отбор. Рано или поздно кто-то даст им отпор. Если я понял это, значит у человечества есть шанс. Теперь и вы знаете, про что была вселенная Dead Space. Если авторы сделали это случайно, это самая выносящая мозг случайность. Все ошибки откинуты. Я вижу провидение. Я вижу конечную цель. Когда-то Тау Валантис победил Луну ценой своей жизни, дал нам время, дал нам выбор. Бояться и пребывать во тьме неведения, вымирая от ресурсных войн, или стать едиными с нашим Создателем, черным обелиском, победить аналог раковой опухоли, которая передается Луной, выйти на новый уровень общения и понимания инопланетных технологий и победить страх и глупость в этой вечной войне. Я не говорю, что обелиски — это добро, потому что для этого существа не существует таких понятий. У него своя мотивация и свои цели, но скажу одно. Сегодня я доказал, что ни один из них не желал боли и страданий для человечества. Даже незавершенный обелиск лишь звал Создателя для своего завершения. Им нравится жить, им нравится общаться и узнавать что-то новое. Но Луна постоянно пользуется ими для передачи своего ДНК-кода, чтобы впоследствии поглотить их и сделать своей сердцевиной, которая помогает им развивать сверхсветовую скорость. Еще одно столетие, и правительство изобрело бы такие купола, которые не дали бы Луне ни одной лазейки. Это не безысходность, это выбор. Глупцы избирают путь тьмы и раковой опухоли, от рождения ей и являясь. Умные же люди имеют шанс понять и победить. Вот я и создал видео, которое поможет многим из вас понять, о чем же говорит мертвый космос. Как я уже сказал, не я делал видео. Видео схватило меня за руку и указало на нужные детали, чтобы я спустя столько лет смог понять замысел. Даже если авторы не хотели вкладывать такой смысл изначально, так как они постоянно сменялись, как и бюджет, то мое видео ставит точку на их задумке. Если какой-то гений вложил эти мысли в сценарий изначально, я хочу поаплодировать ему стоя.
Не забывайте, что это лишь теории, подкрепленные весомыми аргументами, и все может быть проще или не быть вовсе. Но я попытался вывести формулу мертвого космоса. Формулу вселенского естественного отбора. Надеюсь, вам понравился этот аттракцион по просторам любимой вселенной. На него у меня ушло очень много времени и сил. Огромное спасибо всем, кто проявляет актив в группе и на канале. Знайте, что у нас всегда есть шанс победить. Главное не ждать чуда, не создавать себе кумиров, истреблять в себе все то, за что вас может зацепить луна Тау Валантис, которая, кстати, еще на орбите. Помните, главный бой еще впереди, и мы поможем вам его пережить, победить рациональные страхи и покажем новые. А с вами был Павел и наш единый канал Красных Лун. До встречи на палубе, конвергенты!